Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вязания. И сегодня я хотела бы рассказать вам, как связать вот такую вот замечательную красивую шапочку. Такую шапочку мы будем вязать из пряжи Газал Baby Wool. Здесь 175 метров в 50 граммах, 40% акрила, 20% кашемира, 40% мериносовой шерсти. Для вязания необходимо взять круговые спицы 40 сантиметров, 3 миллиметра. Подбирайте размер спиц в зависимости от плотности вашего вязания. Также нам понадобится крючок для формирования макушки шапочки и маркер для обозначения начала ряда. На шапочку у меня ушло около 150 грамм. И теперь давайте посмотрим более подробно, как мы свяжем вот такую замечательную шапочку. Набираем на спице 96 петель, замыкаем петли в круг, ставим маркер и провязываем резинку 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Первый ряд провязываю петли бабушкиным способом, так удобнее, а последующие ряды вяжем классическим способом. И провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Второй и последующие ряды резинкой вяжем лицевую за переднюю стенку, изнаночную за заднюю. И таким образом вяжем резинку 1 лицевая, 1 изнаночная, вяжем 3 ряда. Мы провязали 3 установочных ряда резинкой 1 лицевая, 1 изнаночная. И теперь мы будем вязать пышную резинку. Для этого первый ряд пышной резинки провязывается. Находим лицевую петлю предыдущего ряда, вводим спицу в серединку лицевой петли, захватываем рабочую нить, протягиваем и снимаем петлю с левой спицы. Изнаночную провязываем как обычно. Лицевую как бы мы провязываем дважды. Изнаночную провязываем как обычно. Вводим спицу в серединку лицевой петли предыдущего ряда, протягиваем нить, выводим и снимаем со спицы. Изнаночную провязываем как обычно. И таким образом вяжем первый ряд пышной резинки до конца, провязываем как бы дважды лицевую петлю. Заводим спицу в середину лицевой петли, протягиваем нить и снимаем петлю со спицы. И таким образом провязываем первый ряд пышной резинки до конца. Провязали ряд до конца, и теперь второй ряд пышной резинки. Лицевую теперь провязываем обычным классическим способом, а изнаночную нам нужно провязать как бы второй раз. Для этого мы заводим спицу под горизонтальную стеночку изнаночной петли предыдущего ряда, завели,
захватываем рабочую нить и протягиваем. И снимаем петлю со спицы. Лицевую провязываем как обычно, изнаночную, заводим спицу под горизонтальную стеночку предыдущего ряда петли, протягиваем нить и снимаем со спиц. Лицевую провязываем классическим способом, обычно. Изнаночную как бы провязываем дважды, получается. Завели, протянули и сняли. И таким образом вяжем ряд до конца. И в дальнейшем вяжем пышную резинку, чередуя. Сначала провязываем лицевую дважды, в следующем ряду изнаночную. И чередуем эти два ряда. Значит, в следующем ряду мы будем как бы второй раз провязывать лицевую, затем изнаночную. Лицевую провязываем как обычно. И изнаночную провязываем таким образом. Вяжем ряд до конца. Вот уже даже видно, что резинка отличается от предыдущих рядов обычной резинки. Она становится действительно пышная за счет того, что мы дважды провязываем каждую петельку. Поочередно сначала лицевую, потом изнаночную. И вяжем таким образом ряд до конца. И затем вяжем еще 4 ряда пышной резинки. Мы провязали, получается, 6 рядов пышной резинки. Вот еще более заметна разница между обычной резинкой 1 на 1 и пышной резинкой. То есть действительно полотно такое становится пышное, узор двухсторонний. И теперь в этом ряду мы будем начинать вывязывать перехлесты. Раппорт узора у нас составляет 24 петли по 12 петель для каждого жгута. Что это значит? То есть у нас всего получается 4 раппорта. В каждом раппорте 2 жгута по 12 петель. Один жгут мы будем вывязывать в одну сторону, делать перехлесты. Рядом жгут мы провязываем перехлесты в противоположную сторону. И между ними у нас будет по 9 рядов пышной резинки. Это не обязательно вязать именно 9 рядов. Количество рядов может быть любое на ваше усмотрение. То есть можно провязать большее количество рядов, и тогда будет перехлесты пореже, то есть более вытянутые жгуты. Свяжите образец, посмотрите, как вам больше нравится. То есть 9 рядов не обязательно вязать именно 9 рядов. Может быть любое другое количество рядов на ваше усмотрение. И теперь провязываем первый перехлест. Переносим 6 петель на вспомогательную спицу. 3, 4, 5, 6. Спица перед вязанием. Провязываем пышную резинку. В предыдущем ряду я провязывала дважды изнаночную петлю. Теперь в этом ряду провязываю дважды лицевую. Провязываем 6 петель. 3, 4, 5, 6. И 6 петель со вспомогательной спицы. Также провязываем пышную резинку.
Провязали первый перехлест. Следующие 12 петель провязываем без перехлеста, как обычно, пышной резинкой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот мы провязали первый раппорт. И будем теперь повторять. Переносим 6 петель на вспомогательную спицу. 4, 5, 6. Спица перед вязанием. Провязываем 6 петель пышной резинки. Не забываем. 3, 4, 5, 6 и 6 петель со вспомогательной спицы. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 12 петель пышной резинки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12. Второй раппорт мы провязали и вяжем следующий. Еще осталось у нас, получается, 2 таким же образом. То есть делаем перехлест и затем 12 петель пышной резинки. Провязываем ряд до конца и затем вяжем еще 9 рядов пышной резинки. В этом ряду мы провязывали дважды лицевую петлю. Значит, в следующем ряду мы уже начинаем вязать лицевую, как обычно, и дважды провязываем изнаночную. И таким образом чередуем ряд. Сначала лицевую провязываем, изнаночную, вяжем 9 рядов пышной резинки. Мы провязали 9 рядов после последнего перехлеста. Первый перехлест у нас был влево, следующий перехлест мы будем вязать вправо. То есть мы чередуем, сначала вяжем один перехлест влево, следующий рядом вправо, затем также влево, вправо, влево, вправо. Это у нас один раппорт, 2 жгута. Также повторяем и дальше. То есть следующий раппорт точно так же. Первый перехлест у нас был влево, следующий у нас через 9 рядов вправо, потом снова влево, вправо, влево, вправо. И таким образом провязываем 12 петель пышной резинки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Переносим 6 петель на вспомогательную спицу. 5, 6. Спица за вязанием. Провязываем 6 петель пышной резинки. 3, 4, 5, 6 и 6 петель со вспомогательной спицы.
Вот мы провязали один раппорт наш. И следующий также повторяем. 12 петель пышной резинки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова переносим 6 петель на вспомогательную спицу. 4, 5, 6. Спица за вязанием. 6 петель пышной резинки. 3, 4, 5, 6. И 6 петель со вспомогательной спицы. Провязали следующий раппорт и вяжем таким образом дальше. И затем вяжем снова 9 рядов пышной резинки и провязываем, повторяем с первого перехлеста. То есть у нас будет чередование перехлестов. Сначала мы провязали влево перехлест, затем сейчас мы провязали рядом вправо. Через 9 рядов мы снова повторяем с первого уже. Точно так же провязываем влево, затем опять 9 рядов пышной резинки и вправо. И таким образом вяжем нашу шапочку дальше. Мы вяжем нашу шапочку дальше, делаем перехлесты влево-вправо. Между перехлестами вяжем по 9 рядов. И хотела бы дать несколько полезных советов, особенно для начинающих, по вязанию пышной резинки по кругу и как считать количество рядов между перехлестами. Находим последний перехлест, будет очень легко найти по вот такому промежутку, и смотрим на протяжки, считаем количество протяжек. Первая протяжка не считается, она в том ряду у нас, в котором мы вязали перехлест, поэтому считаем дальше. Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сейчас получается 9-й ряд будет, и в следующем ряду нужно будет уже вязать перехлест. Дальше. Если, допустим, вы отвлеклись и забыли, какую петлю нужно провязывать второй раз, лицевую либо изнаночную. Для этого смотрим на следующую петлю. Допустим, вот у нас лицевая. Внимательно на нее смотрим и смотрим на стеночку петли и видим, что здесь у нас у стенки 4 нити. То есть она уже второй раз провязана. В предыдущем ряду было. Если мы провяжем сейчас еще раз ее, то это получается уже будет трижды. Значит, мы ее будем провязывать просто стандартно лицевой, да? А изнаночная, смотрим на изнаночную, у нас будет такая одинарная. То есть вот у стеночки две нити, значит, ее нужно провязать второй раз. И все. Здесь просто при вязании пышной резинки от вас потребуется внимательность. И вяжем шапочку дальше до необходимой высоты. Это где-то 22-23 сантиметра. Мы связали нашу шапочку необходимой высоты, провязывая пышную резинку, делая перехлесты в наших жгутах.
С одной стороны в одном жгуте у меня получилось 5 перехлестов и рядышком 4 перехлеста. После последнего перехлеста мы провязываем еще несколько рядов. Я провязала 7 рядов пышной резинки. И теперь мы будем формировать макушку нашей шапочки. Провязываем каждые 2 петли вместе. Таким образом, первую снимаем, вторую, это изнаночную, провязываем лицевой и протягиваем через лицевую. Снимаем, провязываем изнаночную, лицевой и протягиваем через лицевую. Снимаем, провязываем и протягиваем. Снова снимаем, провязываем и протягиваем. И таким образом вяжем до конца ряда. И затем снова также провязываем каждые 2 петли вместе до необходимого минимального количества петель. То есть формирование макушки займет где-то около 2 рядов, поэтому необходимо связать нашу шапочку сразу необходимой высоты. У меня это где-то около 22 сантиметров. Все, на спицах у меня осталось где-то 25 петель. И теперь уже можно с помощью крючка протянуть через петли рабочую нить. Таким образом протягиваем. Протягиваем рабочую нить через все оставшиеся петли на спицах. Протянули рабочую нить через все петельки нашей макушки, стянули, завязали. И теперь осталось спрятать наши хвостики на изнаночной стороне. И наша шапочка будет готова. Всем спасибо за внимание, спасибо за лайк. Присоединяйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал и до новых встреч!